Друзья, привет! Сегодня рассказываю вам проверенный рецепт меренгового рулета. Я всегда его готовлю именно таким способом, и ни разу еще не было такого, чтобы что-то пошло не так. Поэтому делюсь с вами, надеюсь, вы тоже попробуете приготовить, и у вас все получится. Я использую 6 яиц, и вначале мне нужно отделить белки от желтков. Яйца я заранее достала из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Аккуратно отделяю белки от желтков. Я сразу же это делаю в миску, в которой буду все готовить. Если вы не уверены, что у вас получится, то лучше разделить их в отдельную посуду, а только потом перелить в миску, в которой будете взбивать белки. Потому что если попадет хоть капля желтка, меренга может не получиться. Сначала начинаю взбивать белки до получения вот такой пышной пены, а затем уже постепенно добавляю 250 грамм сахарной пудры. Можно, конечно, использовать вместо пудры мелкокристаллический сахар, но если у вас, так как и у меня, не сильно мощный миксер, то лучше все-таки пудра. Так не будет риска, что сахар не полностью растворится. Кстати, еще один немаловажный момент. Миска, в которой будут взбиваться белки, должна быть абсолютно сухой. Я даже когда достаю ее из тумбочки, на всякий случай еще раз протираю салфеткой от влаги. Взбиваю достаточно долго, минут 10 так точно, пока белки не взобьются до твердых пиков, станут вот такими плотненькими и будут устойчиво держаться на венчиках. Так, готово. Теперь добавляю несколько капель ванильного экстракта. Он очень хорошо перекрывает характерный вкус яичного белка. Еще 1 столовую ложку лимонного сока и все хорошо перемешиваю. Далее добавляю 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Просеиваю его через ситечко, чтобы не было грудок. Почему именно кукурузный? У него более легкая текстура, чем у картофельного. Поэтому именно с кукурузным крахмалом меренга получится более нежной и воздушной. Теперь все качественно перемешиваю, чтобы крахмал равномерно распределился. Ну и осталось дело за малым. Все выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и сформировать вот такой прямоугольный пласт, немножко отступая от краев. Я это делаю ложкой, все отлично получается, ну и в конце еще разравниваю кондитерской лопаткой, чтобы поверхность получилась ровной. Хотя это уже, наверное, из разряда моих личных заморочек. На самом деле необходимости все идеально выравнивать нет. Сверху еще присыпаю миндальной крошкой, но тут тоже все по вкусу. Можно заменить любыми другими орешками, либо вообще не добавлять. Ставлю в духовку, разогретую до 150 градусов, и выпекаю 35 минут. Все, 35 минут прошло. Вот такая красота получилась. Теперь нужно это все остудить на решетке и сразу же снять пергаментную бумагу, на которой оно испекалось. Это очень важно, иначе потом ее будет тяжело снять и меренга может раскрошиться. А пока корж остывает, я приготовлю ягодную прослойку. Можно использовать вишню, смородину, клубнику, либо что-то еще. Я же беру грамм 200 замороженной малины, вот так в кастрюльке немножко ее провариваю, затем перебиваю погружным блендером. Можно, конечно, перетереть через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек, но меня они не смущают, поэтому я не перетираю, чтобы не тратить время. В принципе, можно это все заменить и джемом, но тут есть один тонкий момент. Джем сладкий и рулет сладкий, а нам нужно эту приторную сладость чем-то кисленьким разбавить. И для этой цели отлично подойдет такая малиновая пюрешка. Также добавляю 2 чайные ложки крахмала, чтобы немножко все загустить. Вот видите, получается такая густая малиновая кашица. Теперь ее нужно полностью остудить. А я тем временем приготовлю крем. Использую 250 грамм маскарпоне, добавляю 2 столовые ложки сахарной пудры. Миксером все взбиваю, добавляю еще 200 мл жирных сливок, не менее 33%. Взбиваю недолго, чтобы крем не расслоился, просто до однородной густоты. Вот так. Далее осталось все собрать. На остывший меренговый корж выкладываю крем и равномерно его распределяю по всей поверхности. Просто вот так ложкой все отлично получается. Теперь вот такими полосочками выкладываю мою малиновую заготовку. Обязательно полностью остывшую. Я делаю 4 таких полосочки. Так будет и красиво на разрезе, и не приторно, если его полностью размазать. Ну все, заворачиваю рулет. Вот так с помощью бумаги, на которой он лежал. Ничего страшного, если он крошится или слегка ломается. Это так и надо. Заворачиваю и слегка прижимая придаю круглую форму рулету. И отправляю часа на 2 в холодильник. Затем достаю, слегка украшаю оставшимся кремом, малинкой и листиками мяты. Все готово.
Вот такая красота получается. Всем приятного аппетита. Пока!